повезло. Понедельник, ясно. День постный. А я что-то не знаю судей-вегетарианцев. Как сильно надо опуститься человеку, чтобы осмелиться, как это сделал обвиняемый, использовать для своих подлых целей авторитет нашего уважаемого коллеги, заслуженного судьи, ушедшего на пенсию. Да, уважаемые господа судьи, он еще со мной в шахматы играл. Конь А6 на Б4, профессор, вы теряете ладью и шах. А6 на Б4, я действительно теряю ладью. Ну, господин судья, вы загнали меня в тупик. Мне нужно немного подумать. Знаете пословицу «Не рой другому яму, сам в нее попадешь»? Тебе ясно? Да, это здорово. Я спрашиваю, понял ли ты, а свою оценку лучше сохранить для потомства. Я думаю, у тебя найдется время для писания мемуаров. Да, я понял. Да, редкий случай. Принеси картотеку. Господин судья, D3 на D4, шах. Мне понадобится 4 человека, пикап и легковая машина. Но машина должна быть большая. Медвежатники, фармазонщики, шалманщики, взломщики моторизованные. Скачок отпадает, стал дрейфить. Кролик слаб, расколется наверняка. Педро? На пенсии завязал. Тогда зачем они в картотеке? Я не собираюсь коллекционировать мертвые души. Пармезан, ты стал очень плохо работать. Я этого не люблю. Кандальный? В отпуске. И много ему осталось? Еще 2 года, но, может, его выпустят досрочно за образцовое поведение. Роб, это, пожалуй, то, что нужно. Да, ведь он шофер такси. Берем его, он вполне квалифицирован. Что ты еще предлагаешь? Лысый. Вдруг занялся разведением домашней птицы. Правда, у него есть пикап, но эти его утки и куры. При чем здесь куры? Но он может отказать. Мне? Лысый. Пармезан, ты, кажется, что-то пишешь. Я ведь объявил положение Б. И в связи с этим... Ну, что в связи с этим? Положение Б, положение Б. Пармезан, ну? Что из этого следует? При положении Б в подготовке операции нужна величайшая осторожность. А. Запрещается что-либо записывать. Б. Сменить сорт папирос. В. Спороть знаки фирм с одежды. Г. Сменить обувь. Д. Достаточно. Правила существуют для того, чтобы их выполняли. Матрос сидит, очкарик сидит, смехун сидит, пузан сидит. Совершенно невозможно работать. Маруха? Засыпался на кассе. Сколько? Влепили 5, рецидив. Почему же здесь не отмечено? Ты же у нас выдвиженец, Пармезан. Если будешь бездельничать, тебе придется заняться физической работой. Господин профессор? Да, господин судья. А я удираю королем на D5, и что вы мне сделаете? Король Е5 на D5. Ферзь C2 на C4 и мат. Спокойной ночи. Завтра вы играете белыми. Я выиграю. Да, я был в безвыходном положении. Вы рокировали. Да, и это была моя самая большая ошибка. Доброй ночи. Сиамские близнецы. Бабники. Хотя все мы не без греха. Работают прекрасно, слаженно и быстро. Попробуем их. Бери близнецов. Угу. Благодаря их сходству может создаться забавная ситуация. Какая ситуация, Пармезан? Подумай, если сумеешь. Но какая ситуация? Количество людей, участвующих в операции. Ну, Пармезан. Может запутать свидетелей, ведь они... Браво! Видишь, что значит подумать?
Итак, Шуруп на такси. А что у него за машина? Варшава? Что, у него импортная машина. И какая? Шуруп, лысый с пикапом, братья-близнецы. Работа будет серьезная. Предупреди, чтобы не вздумали халтурить. Совещание завтра в 22:00. Привет, лысый. Здравствуй. Приглашаю тебя на тур вальса. Без меня обойдешься. Да я не от себя, от профессора. Совещание в 22:00. Погубят вас ваши девки. Совещание в 22:00 у профессора. Куда вас отвезти? В тюрьму, Шуруп, на отдых. Ты пармезан. Откуда тебя черт принес? Слушай, старик, профессор. Подожди. На всякий случай я отъеду. Подальше Давай. от стоянки. Д3 на Д4 и шах, пан судья. Выручка за день в Центральном универмаге составляет от 8 до 10 миллионов. Такая сумма вас устраивает? В таком случае приступим к делу. Пикап универмага, газик милиции. Время 00:05. Мешки с деньгами уже погружены в пикап универмага. Двинулся эскортирующий газик милиции. За ним пикап с конвоирами. Расстояние между машинами от 30 до 40 метров. Так что милиционеры могут все время наблюдать за пикапом. Время 0:12. Газик останавливается возле банка. Въезд пикапа, выгрузка мешков. Вся эта операция длится 7 минут. Да, не богато. Что, простите? Или мне показалось? Кто-то дал мне совет? Система американская, или вернее итало-американская, если уж быть совершенно точным, диктовала бы нам эффектную атаку в момент погрузки или выгрузки. Ну, разумеется, всяческая пиротехника, конечно, стрельба из пулеметов, вой сирен, одним словом, настоящий цирк и ковбойщина. Трупы падают направо и налево. Однако есть во всем этом что-то невероятно вульгарное. Это напоминает древнеримские цирцензес, правда? Несомненно. В каждом человеке есть что-то звериное.
я буду действовать иначе. Итак, вернемся к нашей операции. Обращаю ваше внимание на единственно уязвимый момент на трассе перевозки денег. Когда на часах 0:10 минут милицейский газик поворачивает за угол и на несколько секунд теряет пикап из поля зрения. Теперь будьте внимательны. Это машина Шурупа. Это пикап Лысого. Он как близнец похож на пикап, везущий деньги. Обе машины выжидают. Водители держат ноги на акселераторе. По сигналу Шуруп перерезает дорогу пикапу. Лысый быстро сворачивает за газиком милиции и следует за ним до самого банка, но не останавливается, а, минуя банк, въезжает в лакировочную мастерскую «Блеск и лоск», где с него немедленно удаляют окраску. Маневр с пикапом дает нам выигрыш в 2 минуты. В течение этих 2 минут мы должны быстро перегрузить деньги и исчезнуть. Так называемое замораживание конвоира и шофера выполняют сиамские близнецы. Они выжидают на углу дома 21 до того момента, пока машина Шурупа не двинется на операцию. Пармезан и я стоим здесь. Прошу все это еще раз проследить на макете. Пармезан быстро выводит пикап из строя. Для этого достаточно проколоть покрышки и перерезать кабель клаксона. Потом помогает мне вытащить мешки с деньгами. Сиамцы же разоружают конвой. Вся эта операция длится ровно 50 секунд. Полного разворота погони следует ожидать через 10 минут. За это время мы уже будем на месте. Вопросы есть? Как далеко от места операции до машины? 8 километров 352 метра. Но предупреждаю, ни в коем случае не превышать дозволенной скорости. Никаких фокусов с орудом. А вы знаете такие трассы в Варшаве, где можно выжимать 60 на всех 8 километрах? Даже ночью? На этом мы и завалимся. Тонкое замечание. Пармезан. Новая дорога, на днях входящая в эксплуатацию, разрешит все затруднения магистралей столицы. Отцы нашего города заботятся, чтобы... В общем, хорошо, что они заботятся. Покрытие дороги мелким гравием предохраняет машины от буксования. Яркое равномерное освещение, 4-полосная проезжая часть делает эту магистраль. Вихур швырнул Зюту на тахту, как окурок. Пармезан, что это такое? Роман с продолжением. Что тут такого особенного? Об этом поговорим позже. Прошу всех подойти поближе. Шуруп, разве сообщение печати и техническая оценка трассы не вызывают у тебя оптимизма? А когда же она будет готова? Быстрее, чем это нужно. Нам остается очень мало времени на подготовку. Я своим королем ухожу на С5. И что вы мне сделаете? А я ферзем с С2 на С5 и мат. С2 на С5. Да, действительно мат. Завтра вы играете черными, пан судья. Но, сознайтесь, вчера вам было довольно туго. Да, это была безнадежная ситуация. Я рокировал, и, конечно, это была самая большая моя ошибка. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Объявляю для всех положение Б. Сейчас мы с вами, уважаемые радиослушатели, в самом центре строительства новой трассы. Как жаль, что вы не можете ее видеть. Незабываемое, потрясающее зрелище. На всем протяжении великолепной современной магистрали работают десятки машин. А сейчас предоставим слово нашим доблестным строителям. Ну как, мчится работа, пан мастер? Да, мчится. Вы слышали, мчится, летит. Это скромное слово вырастает размеров символа. Магистраль летит вперед, господа. Наши дорогие варшавяне толпами навещают территорию строительства, живо интересуются ходом работ. Как варшавяне, что вы можете сказать по поводу будущей магистрали нашим радиослушателям? Все мы чрезвычайно заинтересованы, чтобы трасса была готова как можно скорее. Право! Судя по бешеному темпу работ, того же мнения придерживаются энергичные строители трассы. Магистраль будет сдана досрочно. Жаль, что вы не можете ее видеть.
Ну, ищи, ищи. Ладно, ладно. Что, снимаешь мерку для гроба? Ага. О. Слушай, Лысый, я не намерен из-за тебя терять работу. Шеф и так уже ко мне придирается. А на кой черт карманы зашивать? Ты забыл, как ты потерял пропуск, и после этого мы не виделись целых 3 года. 3 года на двоих не так уж страшно. Но ты, остряк, зашивай без разговоров. Смотри, глаз выколешь. А мне в прошлом году влепили 6 месяцев за то, что я нализался. Разве знаешь, на чем погоришь? Мы же не с фраерами идем. И это не гулянка, а клевая работа. Если мы все-таки засыпемся, мне припомнят все мои грешки. На меня каждый легавый зубы точит. Да. Не сочти это за упрек, но ты должен был им объяснить, мой милый пармезан, что говорить на блатном жаргоне – это дурной тон. Документы, надеюсь, в порядке? Так точно. Как дети. Раздай им перчатки и документы. Оружие получите на месте. Сейчас 19 часов 58 минут. Прошу вас всех сверить часы. Так, хорошо. В 00 часов 5 минут быть на местах. А сейчас продолжайте выполнять инструкцию. Идите и обеспечьте свое алиби. Добрый вечер, пан судья. Добрый вечер. Если не ошибаюсь, сегодня начинаю я. Да, пан профессор. Вы готовы, пан судья? Конечно, конечно. Е2 на Е4. Гамбит королевский, пан судья. Простите, очень просто. Нельзя ли поосторожнее? Ну что вы, я этого не говорила. Вам это показалось? Смотрите, куда идете. И даже не извинился, а? Боже! Ну разве можно так напиваться? Ведь это же все стоит денег. Этого хватит, да? О, дай вам Бог здоровья. Что случилось? Господин Парембо, помогите нам выбраться отсюда. Может, предохранитель сел? Кто его знает? А может, замыкание? Я в этом не разбираюсь. А для чего вы здесь? Чтобы отпирать ворота. Утром я позову монтера. А сейчас не кричите, а то всех жильцов перебудете. Придется вам переночевать в лифте.
Господин сержант, я сегодня устал, как собака. Хочу немного поспать в машине. Присмотрите, пожалуйста, чтобы хулиганы мне машину не испортили, а? Ладно, спите. Благодарю. Сплю под надзором милиционера. А я ноги промочил ко всем чертям. Зато у меня на эти полчаса такое алиби, комар носа не подточит. В данную минуту милиционеры подъезжают к банку. А сейчас минута некоторой растерянности. И вот в голову наших друзей закрадывается страшное подозрение. Через 8 минут начнется тревога. А мы уже будем на месте. Конь. Конь готов и сбруя. Конь готов и сбруя. Девчина ждет меня. Пора спать, пан судья. Уже 12 часов. Верный друг, дай меч. Итак, мой дорогой профессор, вам мат. О, Господи. Постель готова. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вы забыли пословицу «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Конь. Конь А6 на Б4.
Вы теряете ладью, пан профессор, и шах. А6 на Б4. Действительно, я теряю ладью. Да, пан судья, задали вы мне задачу. Я должен немного подумать. Конь готов из сбруя, девчина ждет меня. Пан судья, Д3 на Д4 шах. Что, они спятили? Ведь только что был дождь. Они должны выполнять план. Обгонять. Эй, ты, деревня, где ты стал? Где твои фары? Фары? Потому милиция приказала мне здесь стоять, что у меня их нет. Велели до утра стоять. Стой! В чем дело? Что здесь происходит? Почему шумите? Документы? Ваши документы. Господин начальник, я из-за него чуть машину не разбил. Стал посреди дороги и... Так. А стекла почему не протерты? Это поливалка. А дворники на что? 1, 2, 3, 4. 4 пассажира, это допустимо. А это что? Мешки. Это нарушение правил. Мешки полагается возить в багажниках или в грузовых такси. Платите штраф. 30 злотых. Пожалуйста, получите и разрешите нам ехать. Опоздание нам может очень дорого обойтись. Пожалуйста. Прошу, ночной тариф включен? Да, господин начальник. Поезжайте. Мы потеряли массу времени. Да включи ты, черт возьми, ночной тариф. Сколько мне вас учить, что нужно обращать внимание на детали? Мы уже на трассе. У нас есть 4 минуты 38 секунд. А ну покажи, на что способна твоя машина. Уже копают, будь они прокляты. Что это значит? Где мы находимся? В Варшаве, господин профессор, на новой трассе. Если объезжать, теряем 4 минуты. А, черт, езжай по левой. Поехали. Тормози. Газ. Шеф, смотрите, догоняют. Мы должны уйти. Спрячь револьвер, дурак. Мы ведь только правила нарушили. До тревоги еще 2 минуты. Направо. Налево.
Направо. Налево. На прямой они нас догонят. Я это предвидел. Забирайте деньги. Стоп. Машина шефа! А ты думал, наш профессор гений. Отсюда буквально 2 шага. До тревоги осталась минута. Успеем. «50 секунд. «30 секунд. 22 секунды. 5, 2, мат. Прошу соблюдать тишину. Обвиняемый Анастазы Ковальский, признаете ли вы себя виновным? И как вы объясните суду свои поступки? Опять молоко убежало. Совсем я должна смотреть. Фу, фу, с ума можно сойти. Служанка, уборщица, прачка, кухарка. Вот кто я для вас. Загубила я свою жизнь. Состарилась над кастрюлями. Печень у меня больная. Гипертония, муж растяпа и у дочери ветер в голове. Она, видите ли, современная чемпионка рок-н-ролла, а за молоком не может присмотреть. Когда старая мать уйдет в магазин, да что молоко? У нее даже вода пригорит. Ганка, я тебе это говорю. Слышу. Я каблук сломала, мне нужно 30 злотых. 30, а почему уже не сразу 100? Позавчера чулки, вчера прическа, сегодня каблук, завтра гарнитур, послезавтра еще что-нибудь, а все это деньги, моя дорогая. Я в твои годы ходила в байковых блузках, и у меня было одно платье, одно единственное. И все-таки я была не хуже других. У меня была коса, большая, красивая, я не ходила с копной на голове. Я была скромной, трудолюбивой девушкой. У меня молоко из-под носа не убегало. А какая у меня теперь жизнь? Что я имею? Распущенную дочь и мужа неудачника. До сих пор не понимаю, что я в нем нашла. Какие мужчины меня добивались. Предприимчивые, интересные, с положением. Янковский, младший сержант полиции. Флорчик, колбасник. Зиберт, домовладелец. Это были мужчины. Янковский уже давно на том свете. Флорчик сидит в тюрьме за какие-то махинации. А на месте дома Зиберта построена детская площадка. Действительно, есть о чем жалеть. Я не понимаю, чего ты хочешь от отца. Какой он есть, таким и будет. И слава богу, что он вообще есть. А ты бы лучше, чем его ругать, развивала свой интеллект. Твоя дочь уже меня учит, что мне делать. Видите ли, я глупа для нее, родной матери стыдится. Наверное, потому что мы всю жизнь работали, чтобы дать ей образование. Ну и поколение растет, нечего сказать. Ой, да оставь ты ее, что ты ворчишь? Учится она прилично. Сейчас она опять кофе посолит. Ешь. Лично я доволен своей Еще дочерью. бы, конечно, своими взглядами на жизнь ты всегда доволен. Поэтому тебе так прекрасно живется, тебе и твоему семейству.
Никаких стремлений, никакого самолюбия. Все люди живут по-человечески. Малиновские купили стиральную машину и телевизор. Щеперки из флигеля холодильника. Мы даже о прибавке не можем мечтать. На работе его просто из милости держат. Вечно он что-то путает. Рассеян так, как будто он профессор. Вот твой завтрак. О, уже наелась, бежит, летит. Даешь сейчас же, я свиней не развожу. Не и могу ты доедай. Не могут. Мама никак не может с утра не испортить настроение. И мне, и папе, и себе тоже. За такое поведение, по-моему, следовало бы отдавать под суд. Оно приносит общественный вред. И кроме того, это бессмысленно. Слышишь? Ты слышишь, как твоя дочь разговаривает с родной матерью? Но разве тебя это трогает? Да и вообще, что тебя трогает? Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю. Мои слова не имеют для тебя никакого веса. Коллега Ковальский, разрешите мне воспользоваться вашим спиртометром? Конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Содержание алкоголя в веществе Б 48%. Содержание алкоголя в реактиве С 48%. Передайте мне пробирку с хлороформом. Будьте добры, запишите, пожалуйста. Содержание алкоголя в хлороформе 33%. Коллега Ковальский, ваш спиртомер, спасибо. Пустяки. Сейчас все взорвется. Ну, что я ей теперь скажу? Как я жене посмотрю в глаза? Нет, нет, я просто не могу вернуться домой. Только 1:30, а я не могу явиться раньше 5. Что ж, пойду, поищу какую-нибудь работу. Но какой же смысл? С этой стороны она не менее грязная. У нас лимит. Я не могу приносить скатерти из дома. Если вам не нравится, идите в Бристоль. Может быть, вы хоть чистые салфетки положите? Прошу вас, ведь за такой скатертью аппетит пропадает. Салфетки кончились. Но вы будете что-нибудь заказывать? А то у меня времени нет. Что? Успокойся. Что желаете? Я хочу пить. И может... Пожалуйста, Казя, 100 грамм и селедку. Салфеток нет, почек нет, фасоли по-бретонски тоже нет, капусты нет. А что же есть? Порционные, римское жаркое, шницель, венский, свиные, отбивные, бифштекс. Надеюсь, вы сами умеете читать или нет? Мы просто хотели немного перекусить, что-нибудь легкое. Сейчас еще рано обедать. И у вас должны же быть какие-нибудь закуски. Ну, если вы хотите что-нибудь подешевле, так идите в молочное кафе, а здесь ресторан. Вежливостью вы не отличаетесь. Вы что-нибудь будете заказывать, а то у меня нет времени, меня люди ждут. Хотите за вежливость? Прошу прощения, господа. Я случайно подал вам вчерашнее меню. Шеф-повар рекомендует почки с кашей. Очень вкусно и питательно. Позвольте сменить скатерть. Извините, произошло маленькое недоразумение. Я вас слушаю.
Дайте счет, пожалуйста. Пожалуйста, сию минуточку. Одна водочка. Селедочку не считаю. Товар не тронут, платить не за что. 10-20. Благодарю, не смею больше вас беспокоить. Послушайте, послушайте, вы забыли свою газету. Прошу предъявить билеты. Прошу вас. Официант, счет. Принесите, пожалуйста, еще 2 бокала. Официант. Если можно, один коктейль. Ну сколько же можно ждать? Безобразие. Какую-нибудь закусочку специально для вас? Нет, благодарю. Счет, пожалуйста. И все-таки прошу вас, посмотрите карточку. Рекомендую Нет. биточки или венский шницель. А может, рыбка? Нет, нет, благодарю. Ну, вы все-таки посмотрите, я сейчас вернусь. Вы меня уговорили. Дайте венский шницель. Счет. Одну минуточку. Прошу вас. Благодарю. Еще какого? Я бы рекомендовал вам венгерское сухое. Меню, пожалуйста. Прошу вас. Да, вы правы. Только у нас. Отличное вино, очень рад. Вино отличное, очень рад. Две пачки Кармен.
побежала, с ума можно сойти. Уборщица, прачка, кухарка, вот кто я для вас. Ганка, ты все еще валяешься. Ты ведь знаешь, что у отца теперь тяжелая работа. Ты должна быть внимательна к нему. Он губит свое здоровье на этой ночной работе. Он плохо себя чувствует, у него болит печень, и с каждым днем ему все труднее рано вставать. Но еще труднее каждый день выслушивать мои концерты. У меня теперь очень ответственная работа. И я хочу, чтобы в доме была тишина. Тишина. И кефир. Кефиру. Дайте мне кефиру. Что-то мне кажется, что это у тебя просто с похмелья. Он никогда не пил, господин доктор. Я не могу понять, что с ним случилось. Это началось, когда он получил новую работу. Зарабатывает он прекрасно, я не могу пожаловаться, но каждый день от него несет водкой. Работает он до поздней ночи, и я боюсь, что он расхворается или, не дай бог, привыкнет пить. И потом его могут выгнать с работы. Что мы тогда будем делать? Эти порошки давайте мужу 2 раза в день, с чаем или с кофе. Но так, чтобы он об этом не догадывался. И через 2 дня он даже смотреть не сможет на алкоголь. Анастазия, пора вставать. Я сварила отличный кофе. Выпьешь, и он сразу поставит тебя на ноги. Ваше здоровье. Баталю. Благодарю вас. Повторите, Будьте добры. 2. Без закуски не подаем. Тогда 2 рыжика. А, это другое дело. Что вы? Выпьем, господа. Будьте добры, принесите еще. Еще коньяк. Посмотри, ты видишь этого человека? Это он. Помнишь, я тебе говорила? Валечи.
Чудесный кофе ты готовишь в последнее время. Я такого еще никогда не пил. Я очень рада, что он тебе нравится. А как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Прекрасно. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czekasz, wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. Нет. Сегодня еще нельзя идти на работу. Анастазия, Анастазия, пришло письмо из кооператива, уже копают фундамент. Ну и прекрасно. Значит, будет у тебя собственный Только домик. нужно внести очередной взнос. Значит, не будет у тебя домика. Анастазия, что случилось? Признайся. Тебя выгнали за пьянство. Вот видишь, сколько раз я тебе говорила. Я чувствовала, что этим кончится. Ну, теперь ты доволен. Всем доказал, на что способен. Раз в жизни получил приличное место и стал напиваться. Ты никогда меня не слушаешь. Что теперь с нами будет? Мои слова не имеют для тебя никакого веса. Что? Что ты сказала? Нет, нет, ничего, ты только не нервничай, прошу тебя. Повтори еще раз. Ну, повтори. Я сказала никакого веса. Веса? Да. Веса? Веса. Веса. Прикажете водочки? Нет, нет, никакого алкоголя. Анастазия, тебе уже пора на работу.
Я мог бы освободиться на сегодняшний вечер. На работе главная дисциплина. Или тебе опять хочется остаться без места? Учти, домик будет еще много стоить. Надо опять что-то доплатить. Они ошиблись в каких-то расчетах. Похоже на то, что твоя мама собирается посвятить нам весь вечер. Придумай что-нибудь. Давай сбежим, побродим по улицам. Внимание, внимание, он идет. Внимание, внимание, он идет. Фирменный напиток на помойку. Дежурное блюдо на огонь. Дешевые закуски в буфет. Клиент всегда прав. О, это он. Он. Аптекарь? Аптекарь. Что это значит? Почему сифон не работает? Он просто не умеет с ним обращаться. А может быть, и газ уже весь испарился. Сифоны почти 3 месяца стоят на складе. Они уже давным-давно списаны. Он чем-то недоволен. Отец, бежим. Что за дьявол? Опять шампиньон на гарнир. Я ведь приказал побольше овощей. Но, господин директор, мы ведь подаем капусту к отбивным. Он уходит. Не взял. Это светильник? Говорит Элита. Слушай, был аптекарь. У него плохое настроение. Ушел и подарка не взял. Передай дальше.
Алло. Алло. Метрополь? Алло. Аптекарь в бешенстве. Не берет. Пацифик? Аптекарь злой как черт. Не берет. Что ж, придется что-то придумать. Говорит Атлантида. Приезжайте немедленно, он у меня. Простите, разрешите представиться. Малага Станислав. Ковальский. А это наш метрдотель, господин Глазастый. Ковальский, Анастазы. Шампиньон. Ковальский. Суперата. Алоизы. Ковальский. Яцкевичева. Ковальский. Евгения. Манкелло. Виттус. Ковальский. Литератор. Ковальский. Онуфрий. Копейкин. Ковальский. Вы не позволите присесть? О, пожалуйста, прошу. Благодарю. вас. Садитесь. Садитесь, господа. В таком приятном обществе. Ваше здоровье. Господин Ковальский, мы согласны, нашу работу необходимо, конечно, контролировать, но ведь не каждый же день. Я и сам не выношу фирменный напиток, но посетителям давать каждый день соду. Господин Ковальский, мы тоже люди. Нам нужно как-то жить, кормить семью. Ну, я понимаю, дешевые закуски. И сколько мы там получаем? Хороши. А у меня муж и 2 детей. А может быть так, количество на качество. Вы приходите реже, мы даем больше. Надо себя щадить. Не лучше ли вы нам поможете, а мы вам поможем? Вперед! Siedzisz sam i nic nie cieszy ciebie, znowu nudzą cię rozmowy panów i wina smak na złość też wcale ci nie pomógł, śmiechy kobiet drażnią cię dziś. Czyś jeden gest to wszystko nagle zmienił, jakbyś śnił i niby nic. Właściwie nic, zupełnie nic, nie było przyczyn brak, lecz nagle jest ci jakoś dobrze, miło, może to miłość, bo śmiejesz się i świat jest znowu kolorowy, miałbyś chęć na głowie stanąć. I wino znów ma smak i bawią cię rozmowy, każde głupstwo cieszy cię dziś. Spotkałeś kogoś, masz już kogoś, takiego kogoś, kto wszedł ci w krew. Sam nie wiesz, co jest z tobą, to cię bierze śmiech, to znów się smucisz, gdy nie ma jej. Bo kochasz kogoś, masz już kogoś, takiego kogoś, kto wszedł ci w krew. Zapłacisz za to drogo, ale co tam, niech świat się wali przez jeden gest.
ten gest twój światek nagle zmienił, jakby śnił i niby nic, zupełnie nic, właściwie nic, nie było przyczyn brak, lecz odtąd jest ci jakoś dobrze, miło, tak to jest, taka jest miłość. I śmiejesz się, i świat jest znowu kolorowy, miałbyś chęć na głowie stanąć. I życie znów ma smak, uderza ci do głowy, masz już kogoś, wszystko już masz. Париж? Просто Париж. Глубоко уважаемый господин Ковальский, мы позволили себе преподнести вам торт, который... Богиня. Богиня! Да, глазастый. Торт! Где торт? Торт! Торт! Это мне? Ой, я так счастлив, что вижу вас. Я хотела вас поблагодарить. О, пустяки. Хорош пустяк. Не показалось ли вам, что я слишком навязчив? Навязчив? Нет, по-моему, вы были очень милы. У меня дома есть коньяк и кофе. Ну, я вас очень прошу. На минуточку. Боюсь, что это неудобно, ведь уже поздно. Ну, господин Ковальский, вы же джентльмен. А кроме того, мы живем в 20 веке. Тарира, я не знал, что мир так весел, сколько песен-то. Тарира-рира. Когда влюблен, когда пленен, тарира-ра-ра-ри-ра-ра-ра-ри-ра. Над миром ночью песни хочешь, душа моя, я дам ее тебе. Сомнения, где вы? Снова громко смеешься ты. Ой. Добрый вечер. Доброе утро. Ганка? Ты идешь с работы? Да, папочка? А я была с папой. Наш директор меня пригласил к себе. Мы встретили Ганку на улице и... Спокойной ночи, папа. Не сердись, мамочка. Ну, Боже, взгляни на себя, как ты выглядишь. Чем это кончится?
Эта работа тебе не под силу, ты уже не первой молодости. Да, да, для тебя я всегда был стариком. Ты никогда не считала меня мужчиной. Но ты встретил кого-то, ты любишь кого-то. Еще любая женщина... Что? Анастасия, признайся, ты выпил. Опять начал пить, а наш домик уже почти готов. Останусь я вдовой. Не хочу я никакого домика. Пусть рухнет мечта всей моей жизни. Раз ты начал пить, бросай эту работу. Но я там совершенно необходим. Ну, кроме всего прочего, моя работа имеет огромное общественное значение. Речь идет о людях, понимаешь? Без меня вся торговля завалится. А домик ты и так будешь иметь. Да. Как мое сердце, хороший домик, большой как город. Мордочка, хороший домик, от меня скоро получишь. Ах, если бы это было в цивилизованном мире. Небольшая автомобильная катастрофа, купание в недозволенном месте. Или инфаркт, наконец. Нет, я полностью обанкротился. А ловко этот аптекарь расправился со мной. Я думал, что я такой герой, а оказалось, что есть и похитрее. У меня нет больше ни сил, ни здоровья бороться. Я просто не знаю, как калькулировать. Господа, есть выход. Да? А может быть так? Нормально. Что значит нормально? Ну как, тому положено быть. А как тому положено быть? Ну что, клиент всегда прав. Нет, у меня так не получится. Но это же единственный выход. Надо Ну перестроиться. как же, у меня муж и 2 детей. Ой. Жизнь. Раньше было гораздо хуже, как диктатура. А теперь говорят, вот... Осторожно, это очень горячее. Приятного аппетита. Благодарю. Взвести это. Слушаю. А шампиньоны? По желанию клиента. Прикажете подать? Нет, благодарю. Дайте еще. Вам не понравилось?
Может быть, вернуть на кухню? Вы почти все оставили. А я обязан доесть. У вас была телячья отбивная. И вода. Вода входит в калькуляции. Скажите, есть у вас какая-нибудь вода? Минеральная, криничанка, любовьяна, столовые и фруктовые соки. А пива нет? Есть светлое, живецкое, акоцим, портер. Прошу извинить, к сожалению, гданское экспортное еще не привезли. Акоцим, только холодное. Во льду или из холодильника? Алло, буфет, прошу вас, приготовьте 3 чая. Один по-английски, другой по-венски и третий из самовара. Если вы спешите, рекомендую готовые блюда. Гуляш по-венгерски, фасоль по-бретонски, пегус по-польски, фляки из линя а-ля Нельсон, либо телятина по-польски. Особенно рекомендую вам краковский соус. Посетители его очень хвалят. Тогда будьте добры, 2 соуса. 7 минут. Пожалуйста, садитесь. Столик свободен. Нет, нет, спасибо. А мне охота. Да. Прошу сесть. Сейчас будет оглашено обвинительное заключение. Как установлено следствием, а также показаниями свидетелей и сторон, обвиняемый никогда не предъявлял фальшивых документов государственного служащего и никогда за такового себя не выдавал. Вследствие этого нет оснований признать его виновным. У свидетелей не было повода принимать гражданина Анастаза Ковальского за кого-то другого, кроме как за частное лицо. Следовательно, факт вручения ему денег нельзя рассматривать как попытку подкупа, а лишь как подарок. Явление такой коллективной филантропии в определенных кругах нашего общества, безусловно, должно бы заинтересовать социологов. Однако оно никак не входит в сферу дознаний суда. По настоящему делу. Не думал я, что нам столько влепят. Сегодня постный день. Всему виной треска. Ах, Анастазик, это было так трогательно, эти цветы, эти поздравления, когда тебя освободили. Смотри, благодарственные дипломы. А это, видишь, от Союза гурманов. А вот еще, посмотри, что здесь написано. Неутомимому борцу за здоровье соотечественников. Прелестно, правда? Но это еще не все. Вот посмотри, это статуэтка от холостяков. Те, которые вынуждены всегда питаться в ресторанах и кафе. Она изумительна, правда? А вот еще, посмотри, Анастаза, это подарок от Союза польских диетиков. Совершенно очаровательная вещица. Ах, какая жалость, этот диплом немного измялся. Секция печеночников и диабетиков Союза польских диетиков. Правда, остроумно? И даже в нескольких газетах написали о семье Ковальских. А это что? А это вызов. Тебя вызывают в финансовый отдел, Анастазы? Финансовый отдел. Явиться для дачи объяснений по поводу невыявленных доходов.
Опять все на моей шее, с ума можно сойти. Погубила я свою жизнь, состарилась над кастрюлями. У меня расширение вен, гипертония и муж недотепа. До сих пор не могу понять, что я в нем нашла. Какие мужчины меня добивались. Достойные, энергичные, интересные. Янковский, младший сержант полиции, Флорчик, колбасник, Зиберт, домовладелец. Вот это были мужчины.